Добрый день, дорогие друзья! Из названия данного ролика вы уже поняли, что сейчас речь пойдет о вертеле. Да, но не о ручном вертеле, нет, а электрическом. Сейчас я держу в руках электропривод, который будет вращать данный вертел. Сразу хочу сказать вам, купил я данное оборудование в городе Майкопе, по улице Привокзальная. Есть магазин «Умелый печник». Сейчас я покажу вам, как его правильно устанавливать. Соосность как проверить, на какой высоте его надо ставить. Ну что, друзья, приятного просмотра. Первый вопрос: с какой стороны размещать вертел, то есть сам редуктор электропривода. Размещать его надо с той стороны, где есть возможность его устанавливать, снимать, устанавливать беспроблемно. Ну и с какой стороны есть возможность подключить его к электросистеме. У меня будет подключаться и лампочка с этой стороны, и электропривод будет также подключаться с этой стороны, то есть со стороны печки под казан. Потому что у меня единственное возможное место для этого подключения. С этой стороны у меня будет помпейская печка, и она просто перекроет доступ к редуктору, к электродвигателю. Поэтому я размещаю его с этой стороны. Подключение будет у меня двойной включатель. Будет включатель, включать буду свет, и будет розетка для подключения редуктора. Когда он мне нужен будет, я его буду пристегивать. Он делается это несложно, вот с помощью вот такого винта. Вот. Открутили. Вот так раз, сняли. Еще в комплекте есть вот такая деталь с двумя подшипниками. Оська. Значит, она рассчитана на толщину 25 сантиметров, то есть на толщину стены. Как раз на один кирпич. Друзья, устанавливать его надо на высоте, рекомендуется высота установки вертела 30 сантиметров от уровня дна. То есть от уровня дна вот эта оська должна находиться на высоте 30 сантиметров. Это самый такой распространенный и оптимальный вариант. Даже если у вас будет кабанчик там, да, сантиметров 30, вот такой вот, или там какой-то продукт, вот, у вас остается еще 15 сантиметров до углей. Даже если и 40 сантиметров у вас будет вот такая вот кабаняка висеть, то тоже получится приличное расстояние. То есть у вас еще будет там место и для углей, и для всего. Приступаем непосредственно к самой установке. В первую очередь вам надо сделать разметку. Если у вас готовый уже мангал, да, это не страшно. Вы можете просверлить его вот такой вот коронкой. Коронку выбираете по размерам подшипников. У меня 40-я коронка, вот как раз все подходит. Подшипники просверлили отверстия. Главное вам еще просверлить отверстия таких размеров диаметром, чтобы у вас вот эта ось прошла. Вы просверливаете уже в готовой конструкции. Видите, у меня уже одна стенка готова. Осталось огнеупорный кирпич просверлить. Просверливаете, устанавливаете вот эту штангу. Подшипники снимаются. И потом одеваете вот такие фиксаторы. Фиксаторы, значит, имеют посадочное место для подшипника. Затягиваете без фанатизма, так, чтобы небольшой люфт все-таки был. Потому что при нагревании вот этой оськи, вот она будет все-таки греться, здесь будет температура высокая, прогреется со временем, чтобы подшипники не разрушались, не заклинило их. Сделайте какой-то небольшой люфт, буквально там незначительный, сильно не затягивайте. Это вот тоже надо об этом не забывать. Основные три момента установки: высота, соосность и сильно не фиксировать.
Ну, высота, я имею в виду, высота и расположение права, ну, глубже сюда, это вот высота и расположение относительно портала. Это первое, что вам надо рассчитать. Второе, сделать все, чтобы соосно все было, чтобы у вас не было перекосов. Иначе у вас вертел будет, если вы его неправильно поставите, он вот так вот будет крутиться. А вам надо, чтобы он на одном месте стоял и вот так вот вращался. Вот, понятно, да? Для этого вам надо делать все в одну линию. И третье, это не зажимать вот эти подшипники, чтобы был небольшой люфток. Это основные правила при установке вертела. Ну и подвести электроэнергию, чтобы у вас была розетка. Об этом сразу вы должны позаботиться. И, друзья, если вдруг у вас отключили электроэнергию, вы ставите кого-нибудь самого провинившегося или тот, кто вам проспорил, и он вот так вот стоит и крутит вручную привод, так называемый. Так что эта возможность тоже есть. Вертел — это очень хорошая вещь, поэтому рекомендую вам, приобретайте, устанавливайте. И благодаря этому ролику вы уже понимаете, что можно поставить вертел и уже в готовый собранный мангал.
Друзья, небольшой лайфхак от Михалыча. Смотрите, иногда бывает так, что в момент установки у вас вот эта штанга, вот эта вот штанга, она очень сильно вот так люфтит. Что это значит? Это значит, что стенки у вас шире, чем вот это расстояние от подшипника до подшипника. Подшипники у вас находятся не в зоне вот упора. Вот упор, я имею в виду, вот раз, уперлась сюда. И вот эта чашечка, видите, с пазом, да, для подшипника, вот, фиксируется. Все, вот оно дальше уже не сядет. И также с этой стороны вот эта чашечка, вот с пазом, с посадочным местом для подшипника, да, и вот сам подшипник, то есть оно все уперлось, раз сюда и раз вот сюда, то есть все, у вас вот эта конструкция должна четко стоять, то есть есть небольшой люфт, вот такой вот, в принципе, ну, чуть-чуть там, буквально полсантиметра максимум люфт, 3-5 миллиметров люфт может быть. В принципе, это допустимо. Но если уже люфт такой, что аж соскакивает подшипник, то надо, значит, что-то придумать. Есть два варианта. Либо вы делаете углубление в кирпиче, чтобы посадить вот это вот, весь этот квадратик, посадить в кирпич на полсантиметра там, или на сантиметр. Либо вот как я вышел из этой ситуации, мне так показалось проще сделать. Вот я просверлил в этом валу, да, дырочку и зафиксировал такую шпонку. Теперь у меня подшипник упирается в эту шпонку, то есть тем самым у меня удлинилась конструкция. То есть просчет вот этих гениальных мужей, инструкторов, да, конструкторов, кто разработал вот этот вот переход в кирпиче, они, значит, не рассчитали, что кирпич не ровно 25 сантиметров, а он может быть чуть длиннее. Где-то 26 сантиметров надо рассчитывать. Ну, об этом уже, что им говорить, мы для этого и существуем, чтобы все время мучиться и доделывать. То есть наша задача, ну почему так происходит? Потому что одни производят, а другие пользуются. Вот так вот у нас устроен мир. То есть не делают те, кто пользуется, те для себя ничего не делают. Доработка. Вот такая вот доработка. Теперь у меня подшипник уперся, чашечка стала на свои места. Все, теперь у меня конструкция расширилась на нужное мне расстояние. В принципе, вот такая вот технология, лайфхак от Михалыча. Если у вас слишком длинный ход, вы можете насадочное кольцо сюда одеть. Ну, если оно у вас есть, конечно. Я все обыскал, у меня такого кольца не было. Ехать к токарю, заказывать новый вал, он мне, наверное, обойдется дороже, чем этот вертел весь. Поэтому я вот такое решение принял. Просверлил и вставил такую шпонку. Все. Теперь устанавливаем на место.
крутите, видите, что оно все, в принципе, вообще легко, без всякого сопротивления крутится. Все, значит, у вас, в принципе, все в одной оси. То есть нету такого страшного перекоса, вот такого, что он даже провернуться не может. Понятно, что все надо по уровню выставить в одну ось. Ну, вот так вот вы будете проверять. Еще раз напоминаю вам, что вертел данной конструкции можно установить даже в уже собранный мангал. Ваша задача значит, разместить его с той стороны, где будет доступ к электромотору. Ну или с той стороны, где есть возможность подключить электроэнергию. По той же самой схеме, по которой собирал и я. То есть, допустим, у вас уже готовый мангал, вы просто просверливаете с каждой стороны вот такой вот коронкой посадочные места для подшипника и просверливаете основную дырку для того, чтобы прошел весь этот механизм. И все, вы вставляете направление, задаете, можете взять длинный какой-нибудь прутик ровный, сделать отметку, то есть где устанавливаться будет это посадочное место. Обороты здесь медленные, поэтому все будет работать. Сантиметров. Мотор крутит, и прям на ходу я сейчас одену такой вот импровизированный шашлык. И вот с такими оборотами все это вращается. Видите, это не быстро. Друзья, я с вами на этом прощаюсь.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах и до встречи на моем канале в моих новых видеороликах. С вами был Михалыч, Республика Адыгея, город Майкоп. Всем пока!